Фу, И мы ждали стук в дверь. Мы ждали, что они зайдут. В городе террористы. разрыв, который произошел в тот день. Она кричит: ребенок жив. Они во всех стреляли. Принимает решение уничтожить здание. И она стала около стенки, и сюда прям косам упал. Мартин очень быстро погиб. Ну что, герой, привет. Мы оказались незащищенными. От такой помощи от всего Израиля. Очень благодарна. Страшно было потом возвращаться? Надо просто научиться с этим жить. Ты научилась? Не знаю. Вот когда бомбят самолеты, вот это я, тоже как бы переживание, но более спокойно. А когда я слышу выстрел автомата, пулеметов, у меня ощущение, что возвращается 7 октября. Давай тогда, может быть, в рамках хронологии, вот вообще начало всей этой твоей истории, вот с первых сирен, как здесь все начиналось, как зашли террористы, что ты видела. И ты их видела очень близко. Очень близко видела. Насколько я понял. Вот тут я их видела. Во сколько все началось вот в этот день? Это началось в 6:30 утра. В 6:30, около 6:30 было, когда начались касамы, вот эти, массивный обстрел. Ну и начались сирены. Сирена, да, Сирена. началась сирена, массивный обстрел. Мы думали, это как обычно, но для сдеротовцев это просыпаешься с касамами или засыпаешь с ними. Это уже как бы тоже стресс, тоже, но уже привыкший, как говорится. Уже я в Сдероте 6 лет, почти 7, уже привыкшая, как говорится. И сразу я услышала стрельбу. Соломон говорит, это что-то, я не понял, что на границе стреляют из автомата. Как бы, не непонятно услышали. было. Потом мы слышим эту стрельбу все ближе и ближе, ближе и ближе, ближе и ближе. Я говорю, Соломон, где-то на Ракевите, уже Ракевит тут рядом, где-то на Ракевите стреляют. Он говорит, что, какие-то разборки? А это 1-2 автомата или много? Не-не-не, было прям много. Мы не поняли поначалу, вот все это не поняли. Я потом слышим, тут недалеко, оказывается, тут на Кикаре застрелили мужа с женой. Как бы, помните, вот 2 девочки, которые их привезли, вот эту стрельбу мы слышали. В тот момент, когда их убили. момент, да, когда мы все это слышим, потому что тут же рядом. Я выхожу на кухню, уже, Натанельчик, наш старший сын, проснулся, ему было 1 месяца, и 2 месяца, уже я перепрыгнула. 2 месяца, я уже встала с кровати, эти ракетные обстрелы немножко прекратились, я вышла на кухню сделать ему матерну, кормить, конечно, ребенка, если ребенок проснулся. Я вышла и вдруг слышу, но в это время я слышу стрельбу уже вот тут, как бы рядом рядом уже с домом. Дом. А здесь въезд же уже рядом в город, да, у тебя? Да, вот уже этот въезд. Это практически въезд же, да? Въезд, вот этот Ракевит, немножко, да, 10 минут пешком до Ракевита. И вот я слышу, что тут уже стреляют по этой дороге. То есть На кухне автоматная очередь. Да, автоматная очередь. Вот тут я уже слышу, что по этой дороге стреляют, но никак не догадываюсь, что может быть на улице. И выхожу на кухню, я говорю, делаю матерну, я слышу эту стрельбу, и вдруг слышу стук в дверь к соседке напротив. Помогите, на русском языке женщина кричит, помогите, помогите, прям руками вот так как бы стучит.
и кричит: помогите, помогите. Я думала, она хочет от Касамов. Ну, Касамы как бы тоже не кидали или кидали, уже не могу вспоминать, но я думала, что она хочет от Касам, потому что были вот эти обстрелы, что она хочет прятаться от Касама. Я открываю дверь. И в это время я ей кричу: женщина, заходите, но она в стрессе тоже меня не слышала. И в это время соседка, оказывается, соседка уже была ранена. Она тоже вышла на улице. Ее ранили возле дома? прям? Возле дома, вот ее ранили, вот тут. Она вышла, я не знаю, почему она вышла, но она вышла, вот у нее дверь сзади дома, и они ее видели, и, видимо, когда я слышала вот эти выстрелы, ее ранили, как бы стреляли в нее. Машина стояла, вот тут стояла машина. Это, вот а что за машина? было вот белый пикап, вот как у Белый них, пикап. вот эти белые. Вот это белая кузовом. Toyota. Toyota, да. 7 октября 2023 года в 6:58 утра в Сдерот ворвались 41 террорист Хамас. Они разделились на группы и начали методичную атаку по городу. Стреляли в автомобили, заходили в дома, расстреливали прохожих на улицах. В Сдероте были убиты 53 человека. Мужчины, женщины, дети, пожилые. В городской библиотеке террористы расстреляли группу пенсионеров, ехавших на экскурсию к Мертвому морю. Полицейский участок был захвачен. 11 офицеров погибли. Здание впоследствии уничтожено огнем танка и вертолета. Сдерот понес тяжелые потери. Друзья, мы документируем все, что связано с событиями, с нашей трагедией 7 октября 2023 года в Израиле. И нам нужна ваша помощь. Если вы как-то связаны с этими событиями, были свидетелем или связаны в рамках своей профессии, может быть, ваши знакомые, обязательно свяжитесь с нами. В описании под этим видео есть ссылка на наш сайт, где вы можете отправить ваши контакты, и мы обязательно с вами свяжемся. Вы также очень сильно нас поддерживаете и продвигаете, если вы ставите лайки, пишите свои комментарии, делайте репосты. И самое главное, вы подписаны на наш канал. Элина, как житель Сдерота 7 октября? Как тут все начиналось? Насколько мне известно, вы предварительно рассказывали, что даже из окна видели какие-то события. Мой муж вышел с собаками прогуляться, пока между ракетными обстрелами, потому что мы, как жители Сдерота, привычны к этому. А как часто вообще сирены в Сдероте? Смотря какая ткуфа, как бы смотря в какое время, но практически раз в месяц это Стабильно уже. практически стабильно. Вот. И когда он вышел с собаками прогуляться, он просто от старшего сына получил сообщение, что в городе террористы. И вот с этого момента у нас как бы пошло отчисление вообще всех событий. А сын как узнал про террористов? Он со А Сдерота? он, нет, он живет в Ашдоде. Ему кто-то из друзей, наверное, или где-то он увидел в Телеграме. Вот именно вот этот тендер, который ездил по всему Сдероту. Вот сразу как-то появились эти кадры, и он Вот сразу... это пулеметчики вот эти на... Да, на белом на тендере белых- они как раз проезжали, вот и они проезжали вот и здесь, и недалеко. Но мы как восприняли это, ну, хорошо, сейчас проехали, сейчас быстренько это все остановят, и на этом все закончится. Поэтому были не очень как бы взволнованы до момента, как все начали звонить, узнавать. Вот. И мы, как всегда, отвечаем, что все нормально, все хорошо, как бы мы еще ничего не слышали, и пока не начались у нас обстрелы, вот у нас рядом. И услышали, что машина загорелась, и все, но это уже прошло, это уже ближе к обеду было. А обстрелы вы... Обстрелы как- с 6:30, и практически вот эти ракетные обстрелы, и город как-то замер, и вообще была такая вот, прям такая напрягающая тишина. Ну, понять мы не могли. Нам казалось, что вот сейчас все это быстро закончится, потому что мы уже слышали, что возле Миштары у нашей там начались какие-то движения. Ну, мы всегда же под защитой, поэтому были очень настроены оптимистично в начале. А муж, вот вы сказали, гулял с собакой. Муж вышел с собаками гулять, и он, когда ему даже сын сказал, что террористы,
воспринял это, ну ладно, как бы это все слухи, это все быстро пройдет. Он еще погулял с собаками. Вот, он не торопился быстренько домой, а потом зашел и мне говорит: Элина, как бы вот сын выслал, что-то происходит. Я тоже отмахнулась, сказала, что они паникеры, конечно, что все сейчас будет нормально. Мы всегда как бы в этом городе мы считали, что мы очень защищены от всего. Я открыла дверь, я говорила, хотела женщину позвать в дом. Я кричу, заходить, она меня не услышала. Забежала в дом к соседке и кричит: арабы с автоматами. Я такая смотрю, что за арабы, что за автоматы. Ну, как бы, ну, не поняла. И пару шагов от дверей, стала вот так, я вижу вот тут машину. Не ее на самом деле арабы. Террористы. И на лбу у них на голове белая повязка. Не зеленая, а белая? Нет, белая. Белая. Мне тяжело. Вот прошло уже сколько? Но у меня, вот я, когда выхожу утром, особенно из дома, у меня ощущение, что я их сейчас увижу. Спустя 1,5 года. Спустя 1,5 года у меня ощущение, что я выхожу из дома, у меня неважно, утром, днем, когда я выхожу из дома, у меня зрение вот сюда направляется. Они тут или их нету, как бы. Они тут стояли, я на пару секунд окаменела, и я почувствовала, что у меня уходит земля из-под ног. Колени, как вам объяснить? Колени как будто стали мягкими, не слушались ноги. Один выпрыгнул из этой машины с автоматом в руках и шел в сторону Миштары. А я как там стояла, и он повернулся вот так автоматом в мою сторону. Я когда увидела, что он поворачивается, я тогда убежала, потому что как бы я тогда поняла, что это опасность. То есть ты стояла возле дома, вот это вот он тут напротив и развернулся в тебя. Он, когда увидел, что я как бы, он увидел. начал стрелять. В тебя? В эту сторону, в меня. Я же там стояла, больше никого не было рано утром. Он начал стрелять, я успела убежать в дом, и возле дверей я упала. У меня отказали ноги. От стресса, От стресса, видимо. У меня отказали ноги, я упала. Упала на вот так, извините, на попу, вот так упала. Закрыла дверь. И я когда закрыла дверь, я в тот момент не знала, что делать. Я не могла встать. Муж услышал, когда захлопнулась сильно дверь, потому что я вот на нее обвалилась. Он выбежал и говорит: что с тобой? В то время я была беременная. 12-я неделя беременности. Муж спрашивает: что с тобой? Я говорю: на улице арабы с автоматами стреляют. Он хотел выйти, я кричу: не выходи, они стреляют. И он меня поднял. Мы взяли ту бутылку со стола, как я приготовила матерну. Затем зашли. Он говорит: они тебя увидели? Я говорю: они стреляли в мою сторону. Он говорит: беги быстро, мама, да не могут зайти в дом. Жители все, знаешь, в трусах, в тапочках, вот здесь они вот прятались как бы и стреляли. У кого было оружие, Подожди, они выходили. Получается, что то, что ты рассказывала, это вот они оттуда? Они вот оттуда зашли, и вот по вот этой дом. дороге. Вот этот дом, первый дом. А вы Женщина на первом начала стучаться вот в эти двери, как бы К вам. пожилая, да. Она кормила кошек, и когда это все услышала, увидела, она забежала в это и начала стучать. Тогда уже Снежана вышла, и вот здесь они как раз на повороте увидели ее, начали стрелять, и она забежала. Я смотрел через вот это окно, вот это вот наше окно. Вот здесь. Да, я смотрел, как бы, и я видел, как они пошли наверх. Значит, он один, там полная машина, как арбузы, только видно головы их, белые повязки.
В тот день здесь действительно была катастрофа, они стреляли, неважно. Человек попался им на пути, они стреляли, ребенок, взрослый, араб, не араб, чеченец, русский, кто бы ни был, они стреляли. То есть они паспорт не спрашивали? Они паспорт не спрашивали, они мусульмане, стреляли, не да, мусульмане? да, они во всех стреляли, для них это было как бы, я не знаю. Порядок. Здесь, Просто всех убить, как всех можно больше убить, да, как гражданских. больше это. Здесь ужас, что было, здесь это что-то с чем-то. С той стороны там вот мамаш видно прям вот эти вот дырки, обстреляли, потому что люди тоже с синагоги, когда возвращались, так по домам, так они заезжали, они выискивали, как бы сказать, чем больше людей. Вот есть человек на задача была, улице, чем да, больше чем убить. больше убить людей. Так они вот так вот разъезжали, смотрели, кричали «Аллаху Акбар», это было что-то с чем-то. А, вот. Вот дырки вот эти. Это от Пуль. От пуль. От пуль. То есть они с той стороны... Они вот так заехали, потому что я знаю людей, которые там живут, они прям забегали, ну, там религиозные в основном, вот которых я знаю, они возвращались с синагоги, и они аж забегали, они здесь были, это ужас, что здесь творилось. Здесь, Отсюда. да, и они стреляли и в эту сторону, куда попало стреляли, это что-то с чем-то было, это Из автоматов? Из автоматов, Из да. калашников. Потом, значит, после того, как наши зашли, наша армия, и сбили их машины, эти машины они выкинули вот сюда. Было две машины, белые Тойоты. Это потом через 2-3 дня, я когда вышел сюда, 4 дня даже, я вышел сюда посмотреть тоже, и то так быстро. Я сфотографировал, что было там в машине. Это и гильзы, там куча гильзов, и Коран, их не всякие, я не знаю, что там было То есть они написано. с Кораном ехали? Да, там и Коран был, и Всё. книга Коран была. И шахпацы были эти бронежилеты, и вот эти вот пулеметы, и что там только не было. До 7 октября с 5 на 6 никогда такого не было. Ночевали здесь в Ждероте хамасники. Мы не знали, что они Хамас. Человек 8-10. Они просили за воды, дети испугались, вызвали Миштару. Они были в Миштаре, там все увидели, все это. Потом их отпустили, они ночевали здесь на лавочке и в парке на лавочке там. Ночевали на лавочках здесь, там. 7 октября сын мой вышел, он с первой смены работал. У него оса 5 вахеци. Он вышел на остановку, я вышла, повесила вещи на забор, зашла домой. Слышу стрельба, я не поняла, в чем дело. Я подошла сюда, к забору, и вижу здесь на кикаре 2 мехаблим стреляют. Они стали стрелять по дому. И это мой мозаль был, что сука здесь стояла, сукот, и я быстренько спряталась. Потом мы пошли с соседями посмотреть, что на остановке. Там были женщины убиты, мальчик в машине расстрелянный, 17-летний. А там девочка стояла, солдатка, за кикаром. И вдруг целый дом. Мы забежали в подъезд, а она, бедная, туда пошла к стенке, где улям спорт. И она стала около стенки, и сюда прям косам упал. И ее осколками убило. Бедная девочка. Ну, вообще дети стали очень активно наши звонить, которые аждотские, ашкелонские. Закройте трисы, закройте окна. Мы отдаем, как бы начали включать телевизор и вообще смотреть, что происходит. И когда уже услышали именно выстрелы вот здесь на улице и увидели, что горит машина, тогда муж уже подошел и начал закрывать трисы. А с соседями у вас какие-то общения были или с друзьями? Сразу начались переписки в группах. Сразу у нас пошло сообщение, что у нас сосед, который выезжал на велосипедах с группой таких же, как он, и
они прям, ну, наверное, может, 15 минут седьмого выехали, 20 минут седьмого, потому что полседьмого уже жена начала как бы его ну, разыскивать, что он успел ей позвонить, и оборвалась связь. И мы практически сутки уже, и она не знала, и мы не знали, потому что город был закрыт. Где это узнать, мы не знали. И вот просто начались сообщения между соседями. Люди не понимали, что делать. Просто вот как загнанные были и просто сидели. Даже, ну, я не знаю, может, даже и общаться мы не могли даже друг с другом, потому что были в таком в шоке именно, что это происходит и что это не заканчивается. А вот на велосипеде люди все пропали. И Всех на убили. следующий день мы узнали, что он был среди первых, кого расстреляли. Вот этого. Мы зашли в Мамат. У нас там маленькая такая защелочка. Но если, не дай бог, они бы зашли в дом, эта защелка не помогает. Мы зашли, закрыли дверь. Честно говоря, я легла в кровать в Мамаде. И мы ждали стук в дверь. Мы ждали, что они зайдут. В то время я хотела взять телефон, позвонить моим детям, моей маме, попрощаться. Я не знала, что мне делать, попрощаться. Я хотела им сказать, как я их сильно люблю. Я хотела им говорить, что больше в жизни я их люблю. Извините. Соломон увидел, что я беру телефон в руках и говорит: не звони, не пиши. Все будет хорошо, все обойдется. А они пошли за тобой, ты не видела? Я убежала в дом, я говорю, я ничего больше не видела. Но стрельба продолжалась. Стрельба продолжалась. Мы уже слышали стрельбу дальше. Это удивительно. Они дальше. поехали туда дальше? Туда дальше. Полиция где, да? к Миштаре. Что было дальше, я говорю, мы закрылись в Мамаде. Мы в Мамаде не брали, ну, мы не были готовы к этому. К этому никто не был готов. Не был никто готов. Мы ничего не брали, ни воды, ни попить, ни покушать, ничего. Только как взяла бутылку матерна ребенку, вот с этим и мы зашли в Мамад. Муж меня оттащил. Я крупненькая, еще беременная, и он меня, можно сказать, не мог нести до Мамада. Мы просто лежали в кровать, мы отключили свет, мозган и только ночник. Наш Натанельчик, при удивлению, он покушал, он подумал, что ночь, и уснул. То есть была тишина. Тишина. Потом где-то ближе, ну это рано утром он покушал, он лег. Ближе к 10, по-моему, было к 11, он опять проснулся. Кушать хочет ребенок. Мы слышим под окнами, как шаги, как бегают, как кричат, как арабскую речь. А что ты слышала, кстати, про арабскую речь? Что Ну, я не знаю, что о чем они Аллах говорили. Акбар, вот это? Аллах Акбар они кричали, когда вот тут стреляли. Они стреляли и орали Они Аллах Акбар? стреляли и кричали Аллаху Акбар. Мы слышали людей, которые вот тут погибали, как бы слышали голос, крики. Слышно очень хорошо. Крики людей о помощи. И потом ты потом смотришь, как бы слышишь, уже все, этот человек уже все, он не кричит. Ты понимаешь, что он умер. Они когда стреляли, они кричали Аллаху Акбар, как бы по ихнему. И просто вот в гражданских людей всех подряд. Гражданских. Тут было очень много машин обстреляно. Когда мы выехали в эвакуацию, я не помню, но тут было много. Вот тут была машина, вот прям по парку. Кто-то хотел уйти от них. Была обстрелянная машина. Вот тут, где, видите, там навес. Под этим навесом была тоже машина обстрелянная. Тут я помню Мазду белую, обстрелянную была. Еще красная машина, помню, я не помню, по-моему, красная машина тоже тут была. Когда мы выехали в эвакуацию, тут на остановке была кровь на тротуаре. Вот эта остановка была вся обстрелянная, стекло было тут. Даже следы от пули есть.
На Мамаде следы от пули есть, могу показать. Вот в Лиду, когда стреляли, вот следы от пули. Я думаю, мы Меня, когда пройдемся, стреляли, посмотрим. вот тут были вот эти гильзы. Нашел потом муж гильзы вот тут. Много гильз тут было. Утром группа русскоязычных пенсионеров-репатриантов отправилась на экскурсию к Мертвому морю. По дороге у микроавтобуса спустило колесо, и водитель остановился возле городской библиотеки в Сдероте, чтобы заменить его. В этот момент прозвучала сирена воздушной тревоги. Террористы Хамас, въехавшие в город на 2 пикапах, заметили группу и открыли огонь. 13 человек были убиты на месте. Только водитель микроавтобуса сумел выжить, спрятавшись за ограждением и притворившись мертвым. Террористы открыли огонь по нему и женщине, которая укрылась рядом с ним. Женщина погибла. Водитель остался жив. Эта трагедия стала одним из самых ужасающих эпизодов нападения на Сдерот. Пожилые люди, включая переживших Холокост, были убиты без пощады. Ну, то есть, получается, вот тот, кто в тебя стрелял, получается, прошел мимо, да? Значит? Видимо, прошел, он ушел дальше, они потому пошли. что Соломон хотел выйти на улицу. Я кричала: не выходи, не выходи. Он пошел на кухню, и через окно, у нас окно выходит, и видна вот эта дорога. Он посмотрел и видел, как они идут наверх, говорит: бегом в Мамад. И потащил меня в Мамад. Как бы вот... Сколько вы просидели в Мамаде в убежище? Не помнишь? Помнишь? Целый день. То есть день не выходили, вот сидели? Не выходил. Уже, я помню, уже на улице темнело. Продолжались выстрелы? Да, целый день были То есть выстрелы. вот это автоматные очереди, бои? Там, особенно где Миштара, там это ужас, что творилось. Меня зовут Шалом. Я управляю мемориалом памяти и героизма здесь, в городе Сдерот. Я бывший полицейский. Я служил здесь, на этом участке, и сейчас я пенсионер полиции. 7 октября я находился в городе, когда все произошло. Вся эта история того утра. Я должен был в то утро пойти в синагогу, но вместо этого оказался в самом центре того ужаса, что развернулся здесь, в городе. Я не буду рассказывать все героические поступки, которые были совершены здесь, в Сдероте и на полицейском участке, но я расскажу о том, что мы видим сейчас, где мы находимся. Мы находимся в парке, который был построен на руинах полицейского участка. Участок стоял именно здесь, где мы сейчас стоим. Вход в здание был прямо отсюда, когда оно еще существовало. Участок охватывал всю эту территорию вокруг. То, что мы видим здесь, это 18 колонн. Число 18 по гематрии, хай, жизнь, символизирует жизнь. Если присмотреться, колонны стоят ровно, с равным расстоянием друг от друга. Это примерно по метру друг от друга. Это сделано, чтобы показать единство народа Израиля. Но посередине, между колоннами, есть немного больший промежуток. Разрыв, который произошел в тот день. Этот разрыв нельзя заполнить. Эта пустота останется навсегда. Это то, что произошло в тот день Симхат Тора, 7 октября. Как я уже сказал, колонны установлены именно там, где раньше находилась лестничная клетка. Их высота 11 метров. На колоннах вокруг выгравированы надписи, фразы из Теилим, псалмов.
Цитаты из песен, строки, которые предложили сами жители. Мы объявили сбор предложений, и то, что вы видите здесь, это их выбор. Если встать в центр и посмотреть вверх, внутри колонн будет видно «Ам Исраэль Хай», народ Израиля жив. А снаружи разлетающиеся буквы. Это парящие буквы. Что означают парящие буквы? Это связано с этим рисунком, который мы оставили здесь на стене. На этой стене мы нарисовали танк, стреляющий по полицейскому участку и уничтожает его в тот же день. Это случилось вечером 7 октября около 7:30. После неудачных попыток прорваться вовнутрь участка, когда было много раненых, стало ясно, что внутри находятся только террористы. После того, как были освобождены все наши силы из крыши участка, внутри остались только террористы, и здание заминировано. Командир округа Амир Коэн принимает решение уничтожить здание. Сдерот, 7 октября, полицейский участок. В 7 утра группа боевиков Хамас атаковала центральный полицейский участок города Сдерот. Террористы ворвались в здание, открыв огонь по дежурным и патрульным. 11 сотрудников полиции были убиты на месте. Участок оказался в руках террористов. Попытки штурма со стороны сил безопасности не дали результата. Здание было заминировано. Внутри находились только боевики. Было принято решение уничтожить здание. По участку открыли огонь танк и боевой вертолет. Здание частично разрушено, пожар ликвидирован. 8 октября около 3:30 утра операция завершилась. Участок очищен, все террористы внутри ликвидированы. Это был единственный случай в истории Израиля, когда танк стрелял по зданию с государственным гербом. Полиция Сдерота заплатила высшую цену. Память о павших навсегда с нами. Мы когда услышали выстрелы, начинаешь понимать, что неприятности в городе прям под домом. И муж нас закрыл в Мамаде и сказал, что он пошел одевать форму. Ждет, когда позвонят, чтобы, куда кого вывозить. А у него была какая-то информация, что происходит, или было полное непонимание? Что Я думаю, было полное непонимание, не потому понимал, что уже от его командиров я потом уже получала телефонные звонки намного позже. То есть, уже прошел час, и только потом они не могли до него дозвониться, и потом начали звонить уже ко мне. Он вышел из дома. То есть он мне сказал, что он пошел одевать форму и закрыл нас с детьми в бомбоубежище, сказал не выходить. И буквально через 5 минут, не знаю точно сколько времени, я просто услышала, как он хлопнул дверью и вышел. А он был вооружен с автоматом? У него автомат и бронежилет, все с ним было. Если я не ошибаюсь, скорее всего, бронежилет был в машине. Оружие, естественно, дома. Просто я видела потом на съемках, что он выходил и шел к машине, скорее всего, что-то достать из машины. Уже потом, я все это время, как только он вышел из дома, я только слышала, я подошла к двери, вообще спросить, куда и что происходит. Но он уже вышел, уже спустился, я уже слышала только его голоса с соседями в подъезде. Это, наверное, последний раз, что я его слышала. Когда он выходил из дома? Когда он говорил уже с соседями. Да. Я потом узнала, что он сказал
оставайтесь в домах. Ну, то есть у нас в подъезде есть еще 2 или 3 семьи, которые с оружием, ну, с Мгм. пистолетами, с этим. Он им сказал, не выходите из дома, оставайтесь. Лучше охраняйте дом, чем Да. выбегать туда и быть мишенью наружу. А его события, история, с того, что ты знаешь, как все происходило? Он Куда? спустился вниз, пошел к машине, видимо, взять еще дополнительно бронежилет или там, что у него было там. Потом он встретил, буквально вышел из этого, встретил машину с Мафакед Махоз Даром, командир южной части нашего, тоже с полицией. Мгм. Южного округа, да? Да, Южного округа. Командир Южного округа. Он встретился Ой. с ним. Они вместе, он сел к ним в машину. Они подъехали чуть ближе к участку. Там, где уже было видно много... Ну, было видно, что дальше не стоит ехать на машине, потому что там машины были расстрелянные. Вот тот самый участок, да? Который... Не-не, они еще не Другой? доехали Не до доехали? самого полицейского участка. Они проехали буквально там 500 метров и все. Они вышли с машины, и оттуда они уже пешком пошли к полицейскому участку, как проверить место перед участком. Ну, то есть посмотреть, есть ли Террористы? террористы в округе. Мгм. И потихоньку подходили туда, к участку, в сторону участка. Я знаю, что Мартин там попробовал сделать, обойти участок уже, когда они пришли к полицейскому участку, обойти его вокруг, посмотреть, как можно зайти с другой стороны. Но там все было закрыто там заборами, и, ну, там нету входа. Не обойти. Да, там не обойти было. И он вернулся назад. Ну, там короткие видео по кто что успел снять. А эти видео есть? У меня точно нету. Если есть, то, ну, скорее Где-то всего, можно в архивах в полиции. Ну, они не в открытом доступе, в смысле. Я не думаю, Скорее что они всего. в открытом доступе. Если в открытом, то это только то, что, Кто-то снимал. да, кто-то снимал сам. Мартин очень быстро погиб. Ну, то есть он, я думаю, в 7 часов его уже не было в живых. То есть там начался бой. Да, там был Именно бой, снаружи? ну, я не знаю точно, что происходило во время боя. А тебе вообще, кстати, какие-то детали, ну, рассказывали, когда расследование было или что-то, вот, как это все? Мне могли рассказать все детали, и я не хотела. А, ты сама не хотела все? Мне было страшно это слышать. Я часть, ну, то, что рассказывали при мне, я слышала, но я не хотела знать всю историю. Но они все могли рассказать, в принципе. Да, да. Ничего не скрывая, Мне- ничего. Все как. Ну, как бы, если я буду знать все детали, я не думаю, что мне от этого станет легче. Страшно было потом возвращаться и жить? Ну да, да, страшно. Ребенок сейчас вот посттравматик у нас, потому что мы-то думали, как взрослые, мы старались сильно не говорить на это, чтобы не травмировать детей. Но тем не менее, вот ему было тогда 13 лет. Он-то вышел с нами и увидел, что горит все. И стреляют. Он увидел только вот горящие машины. Ну, да, вот стрельбу, то, что рядом происходит. А когда услышал вообще, что у нас 2 соседей тут убили, это вообще, ну, как бы мы Соседи очень... в вашем доме? В нашем подъезде, да. 2. Девочка на фестивале 18 лет. Ну, она больше аждотская, но папа ее здесь жил.
Вайцман Леор – это тот, который наш сосед, и он, конечно, А когда вообще осознали, что произошло? Ну, то есть очень... масштаб трагедии? Не знаю, я, наверное, через год только через год стало страшно, потому что целый год мы себя как бы держали под контролем, мы боялись расслабиться. Вот какое-то состояние такое... Защитная реакция. Не пойму, да, наверное, это какая-то защитная реакция, потому что страшно. Страшно, потому что не столько как бы, да, за детей страшно, но страшно еще за то, что мы оказались незащищенными. Вот это страшнее. Потом мы были еще в Сдероте до 13 числа. Мы думали, все закончилось, как бы люди эвакуировались, все убегали. Город опустел вообще. Город опустел, не было интернета, не было электричества, не было воды, не было вообще мобильной связи. У меня разрывался телефон с сообщениями от мамы, от детей, от брата, от моих племянниц. Мои дети с субботы до вторника ничего не знали обо мне. Ни моя мама, никто ничего не знал обо мне. Они только видели по Фейсбуку, по телевизору город Сдерот и что творится в Сдероте. До понедельника вы сидели, вообще не выходили? Не выходили из дома. Приходили эти волонтеры, приносили нам, что это, по-моему, с понедельника они начали, когда немножко связь появилась, начали приходить волонтеры, приносили нам продукты. Я очень благодарна, честно говоря, такой помощи от всего Израиля. Очень благодарна. Такие тяжелые дни, как сплочились все граждане Израиля, весь народ помогали городу. Это не передать словами. Вы в эвакуации были? Уезжали? Да, мы были в Тель-Авиве, в Яфу. Через сколько дней вы уехали? Мы уехали в 13-го, в пятницу это было. Через 6 дней. А через сколько вы вернулись в город? Мы вернулись в город 3 января. Раньше всех, потому что мне было... Я уже не могла. Мы были в Сетае. И там под нашими окнами мечеть. В каждый день слышать вот этот Аллах Акбар. Мне было тяжело. И там в Яфу это арабы. Я когда их видела, меня трясло. Мы были дома, когда мне позвонили. Это уже было 4 часа после того, как от него нету никаких вестей. И в течение часа ко мне звонили, его ищут. Я была уверена, что он ранен. Ты детям не сказала? Или сказала? Ко мне подошла дочка, спросила: мама, что случилось, папа ранен? Я не могла ей сказать, что нет, он убит. Я ей сказала: да, он ранен. Потом я разговаривала с мамой, по-моему. Я уже не помню точно, что я говорила. Буквально через 10 минут пришел его друг к нам домой, Шай. И, это мне дало хоть какие-то силы, потому что, когда я осталась одна с ними, я очень растерялась. И он нас забрал с дома, вывез из Сдерота. Сразу, да? Вот после Да. этой новости. Мы переговорили с родителями. А у вас 3 детей? Да. А сколько лет детям? На тот момент было 9, 6 и 3 года. 3 и 8 младшим было. Младший совсем малыш. Да. Надо просто научиться с этим жить. Ты научилась? Не знаю. Я еще учусь.
Все еще учусь. Когда я упала, у меня 7 число началось, вот все это. А 11 октября я должна была идти на проверку, встать на учет с беременностью. У меня был торг к врачу. Ну, конечно, началось все, конечно, я уже в Купатхолим не пошла. Мы были уже в эвакуации, пошли. Там были представители с Мистрат Бриют. И муж подошел и говорит: моя жена беременная, нам нужен врач, мы хотим, чтобы она обследовалась. И меня проверяли, говорят, что извините, ну так мило этот врач мне говорит, к сожалению, но у вашего ребенка нету дофика, нету сердцебиения. На 12-й неделе он мне говорит, Это после твоего стресса? тоже Ну, после стресса, после того, что я упала в доме, после всего этого, они мне говорят, что у ребенка нету сердцебиения. Конечно, мы опять с мужем расплакались, поплакали всю ночь, готовили и дали направление сделать аборт. На второй день мы поехали в Тель-Авив, в клинику, на аборт. Врач говорит, давай сначала сделаем еще раз проверку. Делают проверку, говорят. Но еще, в это время, пока проверяли, они видели, что мы со Сдерота, начали спросить, как мы все это пережили. Я рассказывала, конечно, в стрессе. Тут еще, зная, что врач говорил вчера вечером, что сердцебиения у ребенка нету, конечно, я расплакалась. Врач, который меня проверяет, тоже видно, что у нее слезы пошли. И вдруг она кричит: ребенок жив, есть сердцебиение. И включает монитор на громкую. Вот это и показывает мне, что вот ребенок жив, что ребенок есть, что я не потеряла беременность, что я стану в 4-й раз мамой. У нас родился 10 мая сыночек, 4 килограмма, Рафаэль. Бог берег нашу семью, я не знаю. Да и Натанеля тоже. Идем на тоннель. Ну что, герой, привет. Это наш Натанель, который спал весь день 7 октября. Дай сюда, поближе. Это наш Натанель, который спал весь день 7 октября, который даже не пикнул, Просто который герой. прошел вот этот день и был, не знаю, ангелом, герой-ангелом. Это наш Рафаэль, который пережил 7 октября и родился во время войны